Здравствуйте! Перед началом основной части видео я должен пояснить несколько моментов. Я не являюсь врачом, а на видео демонстрирую лишь личный опыт, самостоятельно полученный при эксплуатации гастростомической трубки баллонного типа. У человека на видео гастростома устанавливалась около 8 месяцев назад, то есть за этот период она полностью зажила и сформирована. Сама стома делалась при полостной операции. Иногда, в случае внутренних кровотечений, продавливания еды и жидкостей через стому, трубка может становиться скользкой, и фиксирующее кольцо плохо удерживается в нужном месте. Одним из решений может быть наматывание пластыря в несколько слоев для создания ограничения передвижения фиксатора. Важный момент. Закачка жидкости производится через специальный клапан с использованием обычного шприца, без иголки, то есть просто пластиковым носиком. Сама трубка эксплуатируется около 4 месяцев, поэтому в месте расположения баллона после откачки всей жидкости образуются складки растянутого силикона, что усложняет как выемку, так и установку, а для установки новой трубки потребуется меньше усилий. Замену или просто осмотр самой трубки с ее выемкой желательно производить на голодный желудок, но в данном случае прием пищи производился за 2 часа до действия на видео, поэтому после выемки трубки присутствует пища. Перед установкой трубки требуется обязательная тестовая закачка жидкости. Таким образом проверяется целостность баллона. В баллон закачивается вода, желательно вскипяченная или дистиллированная, или же физраствор. После чего жидкость с баллона откачивается, вставляется в стому, ну и соответственно по новой закачивается необходимым объемом жидкости. Шарик за счет того, что уже, сколько, 3-4 месяца эксплуатируется, у нас вот образовались вот такие складочки. Вот они сейчас нам маленько помешали. Попробуем еще раз хорошенечко смочить. То есть все, у нас трубка все спокойно прошла, спокойно ходит. Сейчас мы ее баллончиком качаем. Для разного диаметра трубок подбирается нужный объем жидкости. Обычно он оказывается на самой трубке в диапазоне, в данном случае от 7 до 10 мл. Все, теперь шарик там раздулся, соответственно, в данном сейчас вот у нас стоит вот внутри, да, мы максимально пытаемся подтянуть. Вот у нас, то есть я максимально вот я чувствую даже вот нагрузку. Сопротивление. Ну все, мы сейчас баниоцином обработаем. Ну, это мы обрабатываем так. Все, наложим две повязки перекрестные такие. То есть, ну и в данном случае вот мы установили, все плотно подтянуто, трубку мы кольцо фиксирующее натягиваем. Цифры чуть-чуть поверни. То есть сейчас у нас, допустим, удобно, когда трубка у нас расположена вот так вот, параллельно телу вот так вкладывалась. Ну вот у нас видно, что здесь у нас по верхушке на четверке, там у нас будет понятно, что на двойке. Хотя ранее мы там ставили, у нас и здесь шестерка была. То есть по чуть-чуть желудок подтягивался, но это вот за полгода, грубо говоря, он максимально к стенке потянулся. И так как у нас бывают моменты подтекания, чтобы кольцо это просто не съезжало и, соответственно, натяг не ослаблял, мы сюда обрабатываем салфетку, да, просто пришириваем. Ну еще есть эти бумажный скотч, конечно, сюда не подходит. А вот такие пластыри, коричневые, беленькие, они кажется, то есть надо создать им просто вот здесь вот прям такой барьерчик, бордюрку, чтобы упиралось кольцо, ну и просто не поднималось.
лейбл такой делаю, чтобы удобно было за него потом поднимать. Всё. Благодарю за внимание.